Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему «Сегодняшний день». Мы посмотрим, что же приходит в вашу жизнь, а что уходит, и какова вообще атмосфера, которая вас сейчас окружает. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Мы посмотрим, что же сейчас царит вокруг вас, какая атмосфера, какие главные основные события сегодняшнего дня и, собственно, ближайшего будущего вашего, самых основных событий. Сегодняшний день характеризуется большим количеством финансовых вопросов. У кого-то эти финансовые вопросы связаны вот прям с созданием семьи. Карта Кольцо очень часто указывает на брак, на заключение официальных отношений. И также кольцо говорит о том, что один период заканчивается, завершается, и другой благополучно начинается. Для многих это будет, знаете, такой своего рода сбор урожая. Но вам предстоит выбор. И это все касается официальных вопросов, это все касается документов, должностей, бумаг, званий, статусов официальных и так далее. Давайте посмотрим, что же идет, что же приходит сейчас в вашу жизнь. Вы знаете, приходит разгадка тайны. Приходит такой период, когда все, что от вас было скрыто, оно как будто выходит наружу. Причем выходит наружу, раскрывает все тайны в вашу пользу. И те люди, с которыми вы были в напряженных отношениях, в конфликте, вы найдете с ними общий язык. Воцарится мир, воцарится гармония, взаимопонимание. Это, скорее всего, касается того, что вне дома. У кого-то, конечно же, здесь и близкие вопросы могут отыгрываться, но карта башни из колоды Ленорман указывает на официальные какие-то вопросы. Особенно стоит обратить внимание тем, у кого актуален вопрос заключения брака. В данном случае это, конечно же, уже домашние вопросы. И то, что происходит в вашей жизни сейчас, оно сулит вам достаток, успех, гармонию и благополучие. А что уходит из вашей жизни сейчас? Что уходит? Спешка уходит. Уходит необходимость двигаться вперед в таком очень быстром темпе. Причем, вы знаете, вы от этой спешки, вы от этой суеты изрядно устали. Вам хочется отдохнуть. И в этой гонке вы как будто бы плыли по течению. У вас совершенно не было штурвала в руках. А на текущий момент как раз-таки наступает та ситуация, которая действительно позволит вам влиять на события, которые с вами происходят. И вы знаете, очень важно то, что уходит тяжелый период. Вот эта спешка, вот это состояние апатии, они вас истощали, они тяжким бременем ложились на ваши плечи. И вот этот период сложный, трудный для вас, он наконец-таки уходит. Что нужно отпустить вместе с этими трудными моментами? Что нужно отпустить? Осторожность, постоянное состояние напряжения, когда вы знаете, когда вы опасаетесь, когда вы оглядываетесь, возможно, под чувством страха вам приходилось лукавить, вам приходилось что-то скрывать. Отпускайте. Отпускайте состояние закрытости, отпускайте состояние замкнутости, состояние нересурсности, потому что вместе с тяжестью все вот это вот негативное, все это сложное, оно уходит. И приходит на смену спокойствие, приходит на смену гармония. Причем, вы знаете, по умеренности, как правило, рядом с вами есть люди, которые готовы о вас заботиться, которые готовы будут всегда протянуть вам руку помощи. А на что нужно сейчас обратить внимание? Давайте посмотрим. Вот в этих во всех переменах на что нужно обратить внимание? На восьмерку мечей это те ограничения и, возможно, обязательства, которые ставят вас перед выбором.
которые заставляют вас все-таки рассматривать варианты движения вперед. Двойка жезлов – это как выбор пути, выбор направления. И вы знаете, вот при этом выборе направления вам придется для того, чтобы распутать вот эти вот оковы, да, развязать руки, вам придется что-то разрушать, вам придется от чего-то отказываться. Ну, собственно, здесь мы разобрали, от чего придется отказываться: от ограничений, от трудностей, от тяжести, от необходимости быть закрытым. Что еще нужно разрушить здесь? Что еще нужно разрушить? Что должно быть разрушено? Вы знаете, какие-то союзы. Тройка пентаклей – это, как правило, деловые какие-то союзы, деловые какие-то соглашения. Вот во многом, скорее всего, вот вы в этом стоите перед выбором, и от какого-то сотрудничества здесь нужно отказаться. Причем, вы знаете, и в одиночку здесь двигаться не нужно. Здесь такое ощущение, что нужно выбрать одного соратника и отказаться от общения с другим. Совершенно верно. Не нужно быть в одиночестве, нужно, знаете, быть с теми людьми, которые действительно достойны вашего внимания. И бороться за то, что вам дорого, все-таки стоит, но это уже должна быть не такая вот битва, когда вы буквально сражаетесь с оружием в руках, а какая, давайте посмотрим, это должна быть битва. С чем здесь стоит руководствоваться? Легкостью. Все это должно проходить легко. И всегда нужно самим иметь выбор и давать выбор своему оппоненту. Важно быть терпеливой. Важно по семерке пентаклей уметь дождаться важного момента и наблюдать. Потому что та информация, которую вы получите через какого-то человека, через какое-то послание, сообщение, просто через наблюдение, эта информация, она вам очень полезна будет, она вам очень пригодится. И благодаря этой информации вы будете вооружены ценными какими-то сведениями. Причем здесь не нужно торопиться, в то время, пока вы ждете, отдохните, вздремните. Вот та информация, которая придет, она, безусловно, к вам придет, будет вам на пользу, и мимо вас она не пройдет. А за что стоит бороться? Что же все-таки стоит оставить рядом с собой? Что стоит оставить рядом с собой? За что бороться? Дьявол. Это мудрость, это хитрость. Это мудрость, хитрость и желание двигаться вперед. Спокойно, без лишней спешки, но мы не впадаем в состояние болота. Мы все равно ставим цели, которые мы хотим достичь. И вы знаете, вот здесь всегда можно и нужно смотреть на ситуацию с той позиции, что стакан не наполовину пуст, а наполовину полон. У вас всегда есть моменты положительные, на которых вы можете сосредоточиться, на которые вы можете обратить свое внимание, потому что, по большому счету, здесь очень многое зависит от вас. Позиция императрицы – это главенствующая позиция. Это говорит о том, что у вас, по большому счету, все стабильно, и вы всегда сможете удержать штурвал, удержать руль в том направлении, в котором вы хотите направить свое судно, на котором вы плывете, тот корабль, на котором вы идете навстречу к своей мечте. Давайте посмотрим совет, напутствие для сегодняшнего дня, для ближайших событий. Десятка чаш. Опирайтесь, полагайтесь на родных и близких людей. Для большинства это, конечно же, семья. Для огромной массы зрителей это люди-единомышленники, это те, кто готов стоять с вами плечом к плечу при достижении определенных целей. Да, ну и, конечно же, звезда – это про такие глобальные, масштабные цели. От них ни в коем случае не стоит отказываться. К цели вы всегда стремитесь. И помните, что все в ваших руках. Все в ваших руках. Не бойтесь на ходу как-то вот менять правила игры, не бойтесь менять тактики, стратегии, потому что императрица, она всегда может поменять правила игры, она всегда может быть гибкой. Более того, карта Маг говорит о том, что все ключи от всех дверей, конечно же, в ваших руках. И обязательно следуйте к намеченным целям,
И не пренебрегайте поддержкой близких людей. Это действительно то, что вам сейчас нужно. Вот такой получился у нас с вами расклад. Благодарю всех за просмотр. До встречи с вами в новых видео.